Вітаем у Беларусі! Праграма «Welcome у Беларусь» паказвае нашу краіну вачыма замежнікаў. Адныя прыязджаюць сюды ўсяго на некалькі дзён, другія звязваюць з беларускім краем сваё жыццё. Гэтак і зрабіў Амар. Запрашаем вас пазнаёміцца з адным прывабным сірыйскім хлопцам. Знаёмцеся, Амар Ашар. Ён прыехаў у Беларусь з Сірыі 4 гады таму, адмыслова, каб вывучыцца на актора ў Беларускай акадэміі мастацтваў. Это было 5 лет назад, у нас было все ужасно в Хомсе. Вообще-то война почти, там, можно сказать, что началась вот в Хомсе у нас в городе. И, к сожалению, мы привыкали спать, когда были всякие там звуки, да, всяких ракет, там, танков. Мои родители больше боялись за меня, чем я. И это их идея, чтобы я уехал. Я сразу не хотел вообще, хотел там остаться. Пришлось мне уговаривать долго, чтобы я уехал. На гэтым тыдні у Амара адбудуцца адныя з самых важных жыццёвых падзеяў, і ён запрашае вас стацца назіральнікамі ягонай будучыні. Праз 5 хвілінаў адбудзецца дыпломны спектакль, вынік 4-гадовага навучання на акторскім факультэце. Кто выходит из зала, закрываем за собой двери. Я сейчас переживаю. Сярод аднагрупнікаў Амара ёсць гэтаксама маладыя акторы з іншых краінаў – Казахстану, Кітаю ды Расіі. Пасля атрымання дыпломаў яны раз'едуцца па сваіх краінах, але Амар застанецца ў Беларусі. Як тут з'едзеш? А почему никто из вас замуж не выходит за Амара? Потому что пара выбрал себе, потому что пара девушку. Ани и Амара это что-то уже такое устоявшееся, как мне кажется. Мы познакомились на книжной выставке. Это было очень случайно. А я просто шел, и я такой: оп, привет. Прошел в какой-то момент Амар. 1 раз, 2 раз, 3 раз. Придумал себе причину, и мне повезло. Странный человек, туда-сюда ходил, с косичками такими он был, очень необычными. Ну, я спросил про книгу, и я знал, что там книги не продаются. Ну, Амар был милый, такой весь глазастый, глаза такие искренние, очень честные. Я такой: я не знаю, где этот магазин находится. Может, вместе пойдем? Книжку мы не нашли, как говорит всегда Амар, слава богу, не нашли книжку. Потому что пришлось бы купить ее, денег не было особо. Пошли пить кофе и... Вот я жених, она невеста. Мы пазнаёміліся з Амарам год таму. Тады Амар казаў пра Беларусь не так аптымістычна і хацеў з'ехаць з краіны. Расстроился сразу из-за того, что сюда попал, потому что я ожидал, что это намного лучше. Просто меня обманули. Мне сказали, что это европейская страна, что здесь вообще все как Европа. А на самом деле это все как, так же, как и у нас.
только без войны. Что случилось за год в Беларуси, это начал сравнивать, начал думать, куда я дальше, что меня ждет дальше, куда я собираюсь. И когда вот именно тогда я начал оценивать то, что у меня есть тут. То, что у меня уже свои друзья, свои близкие, моя невеста вообще-то тут. Что я уже привык, это уже вообще родная страна. Поэтому начал это оценивать, начал это чувствовать. На вяселле пачынаюць з'язджацца родная Амара. А вось ягоная сястра Саўса. З мужам Сэмерам і дачкою Сараю. شو بدك تلبسي بارتما؟ طعمي فستان شو لونه؟ قولي له لعمك. أبيض. ابيض. ابيض؟ بس بتعرفي انه انت بدك تحملي المحابس؟ الخواتم يعني مثل هذا. انت بدك تحمليهم هيك وتعطيني اياهم بس بدي البسها لاني الخاتم. طقمي؟ طقمي في كم واحد موجود. الجاكيت الكم الثاني بلا كم. Ты просто скользишь немножко вперед, да, туда. Блин, я все Другая рука, другая. 5, 6, 7, 8. не то. Это что было сейчас? Вы так не держитесь друг за друга, как будто в последний раз. Помягче немножко. Ты не веди, пожалуйста, умоляю. Потому что ты быстро идешь, мне кажется, что мы должны раз а ты уже пошел. Поэтому я хочу от тебя это. Когда там вы говорите, у вас свадьба? Завтра. Просто заложаем, наверное, ну ничего. Я вам заложаю. Не позорьте меня. Все будет отлично. Правда? Да. Да. Надоело уже готовиться. Что-то я не знаю, как люди год готовятся к свадьбе. Мне кажется, они там уже просто сидеют где-то на полголовы. Сейчас не знаю, как настроение. Я просто хочу туда доехать и уже начинать, чтобы забыть, чтобы не переживать. Наоборот, я очень рада сегодня. Свадьба моего сына. Шагай вот до сюда. Ну, получается, смотри, как же. Раз, два. Нужно вот так стоять. Сейчас ты делаешь резко. Давай. Когда ты думаешь, что не получается, не получится никогда. Ладно, все, forget it. Еще раз сначала, Просто давай. не думай ни о чем, просто. Хорошо. Раз, и два, и три. عريسنا خجين صلوا على محمد زين زين مكحول العين. روح جوز محل سامي عادي الله عليك. محرمي حط ايه ساعتي هو عنده ربع كابوس عريس الزين يتهنى عريس الزين يتهنى اطلب علينا ويتمنى شنقي ليلة شنقي الله يهدينا على الليل. Я уже белорус. Мне говорят, что я уже белорус вообще-то. У меня уже
традиции мои, я как бы уже живу в традициях, в белорусских традициях, скажем. Даже мне иногда сложно принимать наши традиции. هلا ما تتوتر عرفت؟ يعني انت اول ما هلا تنزل لتحت اذا انا واقف جنبك كمان تعرف ماشي؟ اوكي. Самир — это мой свидетель. Он человек, который поддерживает. Он умеет поддерживать. Он красиво поддерживает. На день свадьбы мне нужен будет такой человек. Так, это нужно снимать в профиль, чтобы я тут стоял, типа переживаю. Еще один последний холостяцкий шот! Аня, я тебе скажу один секрет. Ты не чувствуешь свадьбу, пока не спускаешься вниз. Ну так что ж мне делать? Ну просто жди этот момент. Хорошо? Да. Все будет прекрасно. Асноўная цікавінка гэтага вяселля – адсутнасць тамады. А навошта, калі актораў цэлая група? Я говорю Анна. То есть, когда я скажу Анна, это значит, что ты говоришь Анна. Или вот здесь можно Аня. Это уже тут Аня, я думаю. А, да, здесь Аня. Да. Вот. Хорошо? Все. Кацярына выклікалася быць рэгістратаркай і правесці ўрачыстую цырымонію. Я желаю вам, чтобы ваша история была бесконечной, яркой, какой еще остросюжетной, многосерийной. Я, когда Амара увидела его родителей, мы наконец-то познакомились вживую, и все. Мне кажется, я буду плакать. Ну нет, не буду, все. Потом. عجبوك رفقاتي؟ حلوين؟ ها؟ روحي لعند الماما نظبط الكندرة. هلا بدنا نتجوز انا واني. ايه. هلا بدها تنزل اني. تعي. يعني ها رح تجهز. Я даже был приятно поражен, как свой парень. Сразу поздоровались, сошлись и разговаривали. И я понял, что это нормальный человек. Можно доверить свою дочь. Девушка хорошенькая, любимая, красивая и культурная. И, в общем, она хорошая девушка. И она говорит по-арабски очень так здорово, как хорошо говорит по-арабски. Ну, начала уже. История Ани и Амара, как мне кажется, и, может быть, как вам всем показалось, это не простая мелодрама, а супергеройское кино. Потому что у вас, ребята, мне кажется, есть эта сверхсила, сверхспособность. Это вы и ваша любовь. Сара, я прошу тебя, передай нам, пожалуйста, кольца. С этой минуты вы получаете свои главные в жизни роли. Они новые для вас. Мужа и жены. Все, я не могу. Я вас очень люблю. Вы, ўжо заўважылі, як шмат тут на вяселлі ў Амара сяброў сірыйскага паходжання. Усе гэтыя хлопцы уладкаваліся ў Беларусі, а некаторыя з іх таксама ажаніліся з беларускімі прыгажунямі. Гэта Юша і Віка, Халід і Віка,
Раби и Наста. Праз хвілінку Амар і Аня спомняць свой першы танец, за які вельмі пераймаюцца. I heard she sang a good song. I heard she had a style. Что знаешь дома? Как ты себя чувствуешь дома? Ты просто чувствуешь там тепло, хорошо, любовь там окружает тебя. Просто ну, вот это то, что я вижу в взгляде Ани, когда она на меня смотрит. Я чувствую, что это тепло, я вижу любовь, я вижу вот все, что мне нужно, все, чего не хватает в жизни. Telling my whole life with her words, killing me softly with her song. Это было шикарно вообще. Мы арабы, мужчина редко плакает. Но когда я увидел, как они танцуют, так я чувствовал это танцы, и мои глаза так стали немножко мокрые, я чуть не заплакал, потому что было просто очень идеально, вот честно. Then I think she helped him to move from a sad situation, because when he came to Belarus, he was very sad because he moved from Syria to Belarus. Everything was new, and he felt like when he met her, he felt like now I began. Now I can do it. I can study, I can speak Russian, I can do everything. She gave him energy for it. Go ahead. انت معلم واحنا منك نتعلم. انت معلم واحنا منك نتعلم. نسكت وانت موجود ما нерда نتكلم. Бывайте, Амар и Аня. Дякуем, што пусцілі нас так блізка ў самы кранальны дзень свайго жыцця.